Вы, наверное, слышали такие версии от независимых исследователей, что в прошлом были высокоразвитые цивилизации и что между этими цивилизациями была война. Одна из известных – война между Атлантидой и гиперборейцами, она же война богов, описанная в Махабхарате. Часть этой войны – мощная битва при Курукшетре. Описание войны богов в Махабхарате легко можно найти в интернете. Вообще, этот трактат огромен. Давайте, чтобы не тратить время на поиски, я вставлю несколько цитат. Кришна быстро выпустил стрелу. Все данавы, войска армии Салвы, кто визжал, кто лежал мертвым, убитые сверкающими подобному солнцу стрелами, которые были вызваны звуком. Плотные стрелы пламени, как большой ливень, летят вперед, охватывая врага. Плотный мрак окружил хозяев Пандава. В темноте были потеряны все направления компаса. Начали дуть жесткие ветры. Облака стремились вверх, поднимая пыль и гравий. Птицы зловеще каркали, элементы казались нарушенными. Солнце, казалось, дрогнуло в небесах. Земля вздрогнула, опаляемая ужасным громким звуком этого оружия. Слоны вырывались из пламени и бешено бежали туда-сюда по обширному пространству. Другие животные, придавленные к земле, умерли. Во всех направлениях компаса ливень из стрел пламени шел непрерывно и отчаянно. Гурха, летя на своей быстрой и мощной вимане, швырнул на 3 города Вришнов и Андхаков один снаряд, который соединил в себе всю мощь Вселенной. Сверкающий столб дыма и огня, столь же блестящий, как 10 тысяч солнц, поднялся во всем своем блеске. Это было неизвестное оружие, железный удар молнии, гигантский посыльный смерти, которое сожгло дотла всю расу Вришнов и Андхаков. Трупы были так сожжены, их нельзя было опознать. Волосы и ногти выпали, глиняная посуда сломалась без причины, продовольствие было отравлено. Чтобы убежать, воины бросились в ручьи, чтобы омыть себя и свое оружие. Есть ли доказательства этой войны? Согласно индийских источников, война велась на железных дронах. Также использовались некие летательные аппараты, известные как виманы. Соратник нашел странные оплавленные камни во Владимирской области и не поленился провести их химический анализ. Результат исследования приведен в таблице. Первый столбец – химический элемент. Второй – содержание в миллиграммах на кубический дециметр. Литий – 6 мг. Бериллий – 0,3. Бор – 3,9 мг. Натрий – 492 мг. Магний – 782 мг. Алюминий – 1321,7 мг. Калий – 135 мг. Кальций – 1928. Хром – 41,7 мг. Марганец – 13,3 мг. Железо – 715,3 мг. Кобальт – 1,2 мг. Никель – 94. Медь – 8,3 мг. Цинк – 11,7 мг. Стронций – 10,4 мг. Серебро – 1,2 мг. Олово – 0,5. Сурьма – 0,8. Барий – 8,4 мг. Ртуть – 0,3 мг. Талий – 0,6 мг. Свинец – 5,1 мг. Висмут – 0,22 мг. Титан – 118,9 мг. Ванадий – 5,2 мг. Мышьяк – 0,9 мг. Селен – 0,17 мг. Кадмий – 0,1 мг. Кремний – 15,7 мг. Фосфор – 115,9 мг. Сера – 1486,8 мг. Хлор – 912 мг. Лантан – 1,7 мг. Церий – 3,5 мг. Прозеодим – 0,3 мг. Неодим – 1 мг. Самарий – 0,2 мг. Гадолиний – 0,2 мг. Диспрозий – 0,2 мг. Эрибий – 0,1 мг. И тербий – 0,1 мг. Торий – 1 мг. Уран – 0,3 мг. Гафний – 0,3 мг. Ниобий – 1,1 мг. Итрий – 0,9 мг. Обратите внимание на содержание крылатых металлов – алюминий, магний и титан. Из металлов больше всего кальция, а на втором месте алюминий.
На третьем – магний. В нашей промышленности кальций как самостоятельный металл не используется ввиду его активности. Я думаю, алюминий, магний и титан говорит о том, что эти оплавленные камни очень давно были частью летательного аппарата. Редкоземельные металлы говорят, на мой взгляд, о наличии электроники или двигательных установок другого физического принципа. Наличие урана также говорит о том, что он применялся. Кстати, это не единичный камень, там целые поля подобных камней, и в теории их можно добывать как руду и делать из них различные металлы. Соратник рассказывал, что в Киреевском районе Тульской области открытым способом добывали железную руду и отправляли ее на переплавку. Вот крыша одного из зданий Народного технопарка. Она была утеплена шлаком от бурого угля с котельной. Так вот, в этом шлаке я нахожу множество фрагментов, которые, судя по цвету и весу, я могу отнести к железной руде. Также эти куски притягиваются магнитом. Откуда столько железной руды там, где ее по официальной геологии быть не должно? Вот такая информация. Надеюсь, было интересно. Пишите в комментариях, что думаете по данному поводу. Особенно интересно мнение специалистов. А на этом все. До новых встреч. Пока. Похоже вроде на бронзу, а может и на медь. Медного цвета стал. Вот. Ау! Ау! Вот это... Ну, ничего. И что это значит? На экране написано, что там, золото или хер. А где на экране написано? Покажи. Что стрелка показывает? Стрелка? Ну-ка, погоди. А другой, там вообще искры не было. Вот этот вот первый, который пилил. Вот стой. Вот по этому месту. Ну и что это называется? Не пилится или пилится? Не пилится, но это... Тяжело? Цвет меди или бронзы, не очень понятно. Весит килограмм 50 грамм, не магнитит, не горит, в черноте, не в своей, но выходит цвет бронзы после нагрева или меди. Вот это вот вообще не пойму, что такое. Это я камнем красным бью. Вот это краснота и медь. Не радиоактивен. Радиация как в руке у меня.
от телефона 020.